Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас среда, 8 февраля, выпуск промежуточный. Наши уважаемые зрители и слушатели прекрасно знают, что сегодня вы можете оставлять, вернее всего под выпуском сегодняшним, вы можете в комментариях оставлять свои вопросы. Перед тем, как оставить свой вопрос, пишите слово «вопрос», либо ставите знак вопроса и пишите вопрос. Самые популярные ваши вопросы, те, которые набрали наибольшее количество лайков, на эти вопросы я дам ответы. Ответы я дам уже в пятницу 10 февраля. Я извиняюсь сегодня за качество звука, я сегодня работаю с другим микрофоном, так получилось. Нет у меня времени добраться, извиняюсь, до микрофона моего обычного, на котором очень неплохой звук. И поэтому приходится работать с таким микрофоном. Я надеюсь, вы меня извините. Так, теперь перейдем к тем событиям, которые произошли и происходят сегодня. Прокурор, давайте сразу эту тему осветим. Прокурор запросил, если я не ошибаюсь, 23 года и даже 24 по делу Фургала. Э, Один из моих подписчиков написал, 23 года, да. Один из моих подписчиков написал, что правильно делать ударение на последний слог фамилии Фургал. Я исправляюсь, сразу извиняюсь перед теми, кто знал и, видимо, неприятно было, когда я произносил эту фамилию. Но я искренне уважаю этого человека, я имею в виду бывшего губернатора Хабаровского края. И хочу вам сказать, что, конечно, ужасная вещь. 23 года Фургал абсолютно не заслуживает. Он не заслуживает вообще никакого срока по тому делу, которое ему инкриминируют. Доказательств нет вообще, никаких доказательств нет. На присяжных было явно оказано давление. Это просматривается. И, конечно, все выглядит просто ужасно. Россия катится куда-то в бездну, причем с какой-то неимоверной скоростью. Э, м, Многие задают вопрос, как можно помочь бывшему губернатору. Я думаю, что чем больше мы с вами будем освещать эту тему, э, тем больше мы поможем и Сергею. Я уверен, что перемены в России наступят довольно скоро, и, безусловно, Сергей Фургал окажется на свободе. Я понимаю его состояние сейчас, я понимаю, когда давление системы в определенный момент становится просто невыносимым. Прекрасно понимаю его чувства, прекрасно понимаю чувства всех людей, которые его поддерживали, которые выходили на митинги, которые борются за справедливость. Э, Борьба за справедливость – это главное. Главное, что может быть в современной России, и это та движущая сила, которая, безусловно еще сыграет свою роль. Еще раз хочу высказать в поддержку Сергею Фургалу от всего нашего коллектива. Э, м, Мужественный человек, не сломался, держится достойно, очень достойно. Его речь в суде э, достойна уважения. Прекрасный человек, прекрасный, прекрасный лидер. Я уверен, что для него найдется место в будущей политической карте России, вне зависимости от того, на какой уровень он решит претендовать. Давайте опять-таки окажем поддержку, если есть возможность, распространяйте информацию о том, что делается, о том, как власть воздействует на этого человека, и оставляйте сообщения в своих соцсетях. Вы меня извините, я в этот момент, когда вам рассказываю, читаю, ко мне приходят сообщения важные, и я
Я просто вынужден их читать, потому что, если вдруг что-то срочно, вовремя отреагировать. Сейчас ситуация такова, что реагировать приходится вовремя и буквально, что называется, в режиме онлайн. Так, теперь перейдем к другим событиям. Давайте опять немножко вернемся к трагедии в Турции и Сирии. В Сирии также давайте отметим, что землетрясение привело к огромной трагедии. В целом уже около 10 тысяч человек погибшими. Такая цифра приводится. Просто, просто нет слов. Просто нет слов. И ситуация, конечно, катастрофическая. Здесь, конечно, и м, многие пеняют на то, как строились дома в Турции. Очень некачественные материалы. И это тоже, конечно, повлияло на исход трагедии. Искренние соболезнования всем потерпевшим. Ну, третий день уже об этом говорим, но количество жертв прибавляется, да, находят все новых и новых людей. Еще около 5000 человек, насколько я понимаю, числятся, вернее, пропавшими без вести. И, конечно, положение страшное. Оппозиция уже обвинила Эрдогана в том, что при его попустительстве строились дома, которые, э, которые без соблюдения элементарных норм технических. Но, на мой взгляд, не только в этом проблема, не только в этом трагедия. Э, Как бы ни мы ни относились к Эрдогану, реагирует он довольно неплохо, реагирует вовремя и делает в данный момент, на мой взгляд, практически все возможное, чтобы помочь людям. Э, То, что нам, опять-таки, по моему мнению, у Эрдогана немного шансов оставаться в руководстве страны после выборов, которые он решил не отменять. В середине мая этого года пройдут выборы в Турции. Эрдоган решил не отменять выборы, несмотря на то, что он, по-моему, там чрезвычайное положение объявил на 3 месяца. Не очень понятно, правда, как в таком режиме смогут проводить свои кампании его оппоненты. Ну, только как Эрдоган будет проводить их, понятно, он и так всегда на виду. А вот, может быть, конечно, на это уповает Эрдоган, но, на мой взгляд, навряд ли ему это поможет. Опять-таки, мы это оцениваем со стороны. Возможно, в Турции людям виднее, и они нам подскажут что-нибудь другое по этому поводу. Так, теперь перейдем к внутрироссийским делам. Все ближе и ближе экономический коллапс. Очередной раз российская власть оказывает давление на бизнес с предложением помочь государству. Ну, мы понимаем, да, как подобные предложения делаются добровольно-принудительно. Бизнес вынужден помогать государству. Ладно, если речь идет о крупном бизнесе, еще теоретически можно понять, да, люди не обеднеют. Но то, что касается малого и среднего бизнеса, на который будет оказано давление, если сейчас, в данный момент, это давление еще не очень чувствуется, то у меня, например, нет никаких сомнений, что в ближайшее время будут доить и доить. И малый, и средний бизнес, и будет делаться ставка на беспрецедентную помощь бизнесменов государству в трудную минуту. Я, конечно, говорю это иносказательно, с сарказмом, но я уверен, что вы меня прекрасно понимаете. Государство будет давить и приведет к еще большей экономической катастрофе. Меня многие спрашивают, насколько быстро получится выйти из кризиса, если вдруг власть в России поменяется и придут достойные люди. Понимаете, все еще будет идти по инерции какое-то время. Ситуация такова, что инерция довольно сильна. Современная российская власть запустила этот локомотив под откос. Пустила этот локомотив под откос. И мы наблюдаем крушение экономических параметров и
крушение экономических амбиций, прежде всего, российского руководства, но и общего уровня жизни российского народа. Так, давайте, наверное, пока все на сегодняшний день. Еще раз хочу вам напомнить, оставляйте свои комментарии к этому видео в описании. Я отвечу на ваши вопросы. Оставляйте свои вопросы в комментариях к этому видео, я отвечу на них в пятницу ближайшую. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне. Всего доброго, до свидания.